Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале. Сегодня мы будем сеять ранние огурцы для получения раннего урожая. Для выращивания огурцов нужно подготовить плодородный грунт, ведь только в хорошем грунте можно вырастить достойный урожай без использования химии. На 3 части перепревшего компоста добавляю 1 часть покупного торфогрунта. Для обеззараживания грунта развожу 2 таблетки глиокладина в литре дождевой отстойной воды и заливаю жидкость в литр агроперлита. Потом хорошо перемешиваю грунт и наполняю емкость. В этот раз буду выращивать огурцы в овощном ящике. Для выращивания огурцов подойдет емкость объемом от 5 до 10 литров на 1 куст. В нем должны быть дренажные отверстия. На дно ящика стелю агроткань плотностью 17 грамм на метр. Сверху на ткань насыпаю подготовленный грунт. Примеряю, на какую глубину буду сажать рассаду. Нужно, чтобы после высадки рассады семидольные листья были на уровне верхушки ящика. Для получения раннего урожая я выращиваю огурцы кураж. Они дают хороший урожай при неблагоприятных условиях выращивания. А весной условия выращивания благоприятными не назовешь, не хватает тепла и света. В один ящик объемом 30 литров я буду сажать 3 растения. 2 растения по краям ящика с одной стороны и 1 растение посередине с другой. Сажаем огурцы согласно нашего плана, присыпаем со всех сторон грунтом. Напротив среднего растения установлю емкость, в которой буду помещать органическую подкормку на протяжении всего выращивания растений. Мульчирую растения измельченными ветками после обрезки винограда. Можно мульчировать любой органикой от соломы до лузги семечек. Теперь подготовлю емкость для подкормки и полива растений. Отмечаю, где находятся кустики, и с помощью паяльника делаю отверстия, через которые подкормка будет поступать к корням растений. Крупные отверстия делаю там, где растут кусты, а мелкие между ними по кругу. На дне отверстий делать не нужно. Поливать огурцы буду через эту емкость. Первые дни поливаем кусты и в емкости вокруг кустов, потом, когда корни огурцов разрастутся, только в емкость. Для подкормки используем кухонные остатки, пролитые раствором триходермы. Глиокладин для этого подойдет идеально. Пару таблеток растворяю в литре воды и поливаю кухонные отходы этим раствором. Триходерма очень быстро размножится, и после этого ее добавлять нужно будет раз в месяц. После размножения триходермы муравьи тоже покидают эту грядку. Вот так выглядит наше растение на следующий день.
Через неделю на растениях начали образовываться первые завязи, и чтобы растение направило все силы на наращивание корней, нужно удалить все завязи в первых 3 узлах, начиная с самого нижнего. В емкости для полива уже размножилась триходерма. Триходерма не только защищает растения от бактериальных заболеваний, но и повышает урожайность, вкус и качество огурцов. Также стимулирует корневое питание и улучшает плодородие почвы. И никакой химии. Остается только подкладывать кухонные отходы и вовремя поливать растения. После образования первых усов на растении я натяну шнур и подвяжу плетик к верхушке теплицы. Вот так кусты выглядят через неделю после посадки. Если вы планируете выращивать огурцы на балконе, то ящик с посаженными растениями можно обернуть в плотный полиэтиленовый пакет, в котором продают грунт, чтобы влага не попадала на пол. Я надеюсь, видео было полезным. Спасибо Александру К. и Ольге Неве за донаты. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Не забудьте поставить лайк. Пишите в комментариях, что вам хотелось бы узнать на канале. Желаю всем удачи. Увидимся.